Обычный серый день в большом городе. Небо затянуто облаками, как будто одеяло натянули слишком туго, и оно уже готово упасть в любой момент, обрушив дождь на улице. На улице царит типичное утреннее оживление. Люди спешат по своим делам, кто-то опаздывает на важную встречу, кто-то мчится за утренним кофе, а кто-то просто наслаждается тем, что у него есть несколько свободных минут перед началом рабочего дня. Громкий звук автомобилей смешивается с шумом разговоров, как будто каждый борется за свое право быть услышанным в этом хаосе. Среди этого потока выделяется девочка лет 10 с ногой в гипсе. Она опирается на костыли, и каждый ее шаг становится настоящим испытанием. Ее маленькое тело устало наклонено вперед, как будто каждое движение – это не только шаг к своей цели, но и преодоление огромного бедствия. Девочка аккуратно ступает по пешеходному переходу, тщательно выбирая, куда поставить каждый шаг, чтобы не потерять равновесие и не упасть на острый асфальт. Люди проходят мимо, не замечая ее, погруженные в свои мысли и заботы, но у девочки есть своя цель, она должна добраться до школы. В ее глазах светится упрямство, а на лице твердое намерение. Несмотря на боль и трудности, она считает, что это стоит преодоления, потому что она хочет учиться, хочет знать, хочет быть такой же, как и все остальные, которые каждое утро спешат на занятия. За ее плечами лежит время в больнице и реабилитации. Она прошла через множество испытаний, но с каждым шагом становилась все сильнее. Вдруг навстречу ей спешит высокий мужчина в дорогом пальто. На ухе у него беспроводной наушник, а в глазах усталость и раздражение. Его лицо выражает нетерпение, безразличие к окружающему миру, как будто он не видит никого, кроме себя и своих проблем. Когда они почти поравнялись, мужчина неожиданно резко пинает один из ее костылей. Этот грубый жест, простое неизвинительное движение, выбивает костыль из руки девочки, и с глухим стуком он падает на асфальт. Девочка, замерев от неожиданности, тяжело переводит дух, пытаясь сохранить равновесие. Ее сердце замирает, она понимает, что сейчас может упасть. Для нее это не просто шаг назад. Это настоящая борьба за равновесие, за продолжение своего пути. Она медленно начинает опускаться, чтобы поднять упавший костыль. Каждое ее движение демонстрирует силу духа. Она не позволяет себе сдаться, хотя могла бы, и каждое усилие требует от нее невероятных сил. Собравшись с духом, она наклоняется к асфальту, но перед ней все равно возникают преграды, и буквально, и метафорически. Она не смотрит мужчине вслед. Он лишь бросает на нее презрительный взгляд и фыркает, как будто ничего и не произошло, будто ее боль не имеет значения для его стремительной жизни. Проходя мимо, он не замечает, как одна жизнь, одна история, одна девочка была сбита с ног, и этот момент был для него всего лишь легким движением ноги. Он не ощущает, как метафорически погружает ее в пучину равнодушия и унижения. В этом жизненном моменте мужчина принимает на себя роль всего лишь пешехода, ненадолго пронзенного слабым на самом деле отражением своего собственного эгоизма и высокомерия. В то время как еще один высокомерный человек добавляет боль к ее самооценке. Однако в эти нелегкие часы, когда ваша жизнь переплетена с равнодушием, на помощь приходит нечто неожиданное. Напротив, чуть подальше у маленького уютного кафе стоял парень с камерой. Он был блогером и снимал уличные сцены для своего интернет-проекта «Повседневность города, как она есть». Его камера подхватила этот жестоко-ироничный момент, когда мужчина, ничего не подозревая, собственноручно разбивает столь нужный костыль. Он снимает каждое движение девочки, проявляя себя креативным увлечением. В этот момент объектив не просто запечатлел момент, но показал всю широту жизни. Он оказался свидетелем настоящей драмы. Борьба между добротой и равнодушием, смирением и высокомерием. В видео виден ее страх и нежелание сдаваться, увидеть, как девочка преодолевает свой страх.
всего лишь для того, чтобы продолжить свой путь. Этот кусочек жизни стал отражением не только ее смелости, но и символом борьбы многих других, потому что его слова могли быть простыми, но они не могли оспаривать то, что было вправе обсуждаться. Прошло несколько часов, и видео с этого момента разлетелось по интернету как пожар. Оно собрало миллионы просмотров, когда мир по ту сторону экранов смог увидеть документальное свидетельство равнодушия и жестокости. Люди были шокированы, возмущены и тронуты. Они стали активными пользователями соцсетей, формируя хэштеги, создавая мемы. Чаще всего видели на своих экранах человека, который может быть кому угодно, но в этот момент стал символом высокомерия. Утром, когда мужчина пришел в свой офис, он уже не знал, как с этим справляться. Большинство сотрудников в компании быстро узнали о случившемся инциденте, который кричал о том, что мир не всегда справедлив. Начальник, сдерживая свои эмоции, решил действовать. Он вызвал мужчину к себе и без слов показал ему видео на планшете. Мужчина попытался что-то сказать, оправдаться, возможно, попытаться объяснить, что он был занят или уставшим, но начальник жестом остановил его, давая понять, что слова совершенно не имеют значения. Этот аргумент уже вышел за рамки того, что можно оспаривать. «Нам не нужны такие сотрудники», – произнес начальник без тени жалости. «Вы уволены». Это простое заявление обернулось настоящим ударом. Для мужчины все это стало концом карьеры, которая наработала слабости, где он вел себя как повелитель, ожидая высокого уважения, без необходимости делиться этим уважением с окружающими. Шаг с одним грубым пинком оказался слишком дорогим, как если бы он сам себе загорел, не заботясь о том, что его грешки могут быть высвобождены для публики. Он навсегда потерял все, чего добивался. Что же касается девочки, ее оставили красивыми звездами хороших новостей. Журналисты охотно искали ее, воздавая дань ее сопереживанию тем, кто действительно мог поднять и поддержать ее. Журналисты понимали, что справедливости оказалось недостаточно. История закончилась радостью, добром и весьма неожиданными поворотами. Игрушки, новые костыли, подарки, внимательные взгляды с улыбками. Кто-то принес ей открытки и слова поддержки. Кто-то просто подошел и сказал: «Ты сильная, все будет хорошо». Девочка была тронута от такого внимания, и ее глаза засияли надеждой, даже когда мир вокруг нее начинал постепенно раскрываться. В этот момент сила поддержки окружала ее, и она ощутила водоворот любви и тепла, который захватил ее юное сердце. Теперь она знала, что не одна в своей борьбе, что есть те, кто понимает и поддерживает. Несмотря на чудовищный случай, этот серый день стал знаком их единства, их смелости и силы. Из грязи, равнодушия и жестокости можно было построить не только мосты понимания, но даже космические корабли справедливости. Каждый добрый поступок преодолевал границы и создавал мир вокруг, способный изменять судьбы. Ясно, что когда мир обретает свет, он даже может сверкать среди серости обыденной жизни. Окруженная всеми этими добрыми душами, девочка посмотрела на своего сокурсника, мечтая о важной видимости и голосе, которую она наконец может иметь. Она почувствовала, что каждый шрам и каждая трудность, которую она пережила, сделали ее сильнее. А теперь она могла взять в свои руки свою жизнь, отразив доброту в том, что сделала. Эта история стала уроком для многих. Она напомнила миру о том, как важна доброта, сопереживание и человечность даже среди серых будней. Каждый из нас поднимается, несмотря на свои трудности. Каждый из нас стремится к свету, и у каждого есть возможность стать частью этого света. Так что, несмотря ни на что, несмотря на равнодушие, несмотря на пинки и падения, надежда все равно остается в сердцах людей. И эта надежда способна изменить мир. Вот такая удивительная история, дорогие друзья. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.